Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова с вами поговорим сегодня о том, что наш мир находится на грани. Только на грани чего? В первую очередь на грани реванша. Я очень верю в то, что Дональд Трамп победит в этой борьбе. И, как мы уже ранее вам говорили, это не борьба за власть, это в первую очередь борьба за будущее всей планеты. Конечно, было бы странно назначать Соединенным Штатам Америки столь важную роль в истории человечества. Но как если Трамп победит, то будет мир на планете Земля, а если он проиграет, то неминуемо придут войны. Как бы иронично это ни звучало, но, к сожалению, именно это сейчас играет важнейшую роль. В предыдущем фильме, который мы посвятили именно разоблачению банковской элиты или черной олигархии, или, как ее часто даже называют, культом, и непосредственно ячейки, в которой находится Дональд Трамп, то мы здесь говорим о предпринимательстве, то есть, по сути, о бизнесе. И это направление называется альянсом. Что одно, что второе, конечно же, ни в коем случае не является высшим эталоном добра или чести, или благополучия. Конечно, это такие же теневые два клана, которые борются один с другим. Но когда-то именно эти теневые кланы находились в содружестве друг с другом. Более того, они были единой средой. И здесь, конечно, очень важно отметить, что наша история течет по двум разным направлениям. Одно условно назовем ведическое направление, которое основано на принципах добра и зла. И каким бы ни был, скажем, тот же царь Иван Грозный или тот же Сталин, эти были люди, которые работали честно. Вот то, как чувствовали, то, как думали, так и правили. А современная большая часть политики построена на каких-то либеральных нотах. Кто-то кого-то проталкивает, кто-то за кого-то говорит. И все это пришло из древности. Не совсем уж, конечно, древности не миллионы лет назад, но, тем не менее, в тот момент, когда начала зарождаться европейская история. В нашем проекте «Мир на грани халифата» мы рассказывали о том, что когда-то на Земле была шумерская цивилизация. Потом она пала, появилась древнеегипетская, после нее, конечно же, Хазария, после Хазарии Древний Рим, после Древнего Рима появилась Османская империя. И она рухнула совсем недавно, практически 100 лет тому назад. После чего мировая элита приняла для себя важное решение, что каждый этап, когда одна экспансия рушится и необходимо развивать новую имперскую экспансию, необходимо что? Необходима новая военная мощь. Именно поэтому такой проект, как США, когда-то кем-то был согласован и оплачен. Но проект-то появился не сейчас и не тогда, когда Джордж Вашингтон вступил в должность президента США, а именно с того момента, когда Линкольн, в свою очередь, первый раз объединил всю страну. Напомню, что она рушилась. Именно с приходом Линкольна началась история теневого правительства на территории всего мира. А что касается наших стран, я имею в виду европейских и российских, то, конечно, история началась именно с падения Древнеримской империи. Как мы ранее тоже показывали, в 1717 году на территории Европейского Союза, в частности во Франции, был основан франк-масонская ложа масонов, которая в последующем уже во времена Петра I, именно лже-Петра I, попала на территорию России. И мы также об этом рассказывали в предыдущих проектах, что не все императоры приняли масонство. Некоторые даже выступали категорически против и издавали указы, по которым необходимо было в принципе искоренить масонство из российской власти. Но теперь подумайте, зачем такие указы? Я уже не говорю об указе Петра I убить всех людей старше 300 лет. Но история войны тайных теневых обществ уходит глубоко в историю. И когда-то, мы тоже об этом говорили, когда Европейский Союз начал, по сути, трещать по швам, и необходимо было через религию объединить нации, пришла идея о том, чтобы выселить ведическую культуру с территории современной Европы и заселить ее новым народом. Так вот, именно в этот момент
религия стала приобретать большую роль. Вообще, в принципе, в общественной истории. Мы об этом говорили в нашем проекте «Перезагрузка матрицы». Если хотите подробнее, можете посмотреть там. Именно в этот момент появились так называемые тамплиеры, банкиры, современные банкиры. Поэтому, когда мы говорим о том, что Соединенные Штаты Америки навязывают старую политическую систему, в которой миром правят банки, то мы можем уже перефразировать. Миром правят тамплиеры. Это очень важно. Ну а теперь вспомним, а кто в истории, вообще в нашей современной истории, противостоял тем самым тамплиерам? И вот здесь мы помним орден ассасинов. Ассасины, как считается в современной истории, были основаны на территории арабских государств, и в последующем именно туда, когда их якобы тамплиеры выселили, выгнали с территорий, они вернулись обратно на свои арабские территории. Но мы помним, что в тот момент времени Османская империя еще не имела такой мощи и силы. Это, по сути, была древневедическая культура. Да, она имела чуть другую религию, свою, но, тем не менее, османы на тот момент времени выступали одним фронтом вместе с Русью против Древнего Рима. И как раз ассасины были выходцами из старой османской армии, которые верили в то, что необходимо единство и мир на планете Земля. Мы об этом рассказывали в проекте «Мир на грани халифата». Так вот, что еще интересно, когда тамплиеры начали проигрывать ассасинам. Ассасины были хоть и малочисленной армией, но у них была потрясающая мощь. Они обладали единством духа и силы. И даже когда они издали указ между собой, что они расселятся по планете Земля с тем, чтобы сохранить традиции и, скажем, знания своего ордена, то между ними было заключено одно соглашение. В случае, если ловит кого-то одного из них, он другого даже под страхом самой мучительной смерти не выдает. И был даже момент, когда тамплиеры во всеуслышание в Европе объявили, что ассасины – это враги народа. Ну, как, собственно говоря, сейчас в Европе и в США говорят о том, что если где-то война, если где-то что-то рушится, обязательно виновата Россия. Хотя мы, русские, очень мирный и доброжелательный народ. Но вот точно так же когда-то оболгали тех самых ассасинов. Вот эти ассасины, естественно, очень серьезно, много крови попили тамплиерам. И тамплиеры решили им отомстить. Они сказали, что они дадут столько золота, сколько можете унести, если вы разрушите всю империю, скажем так, ассасинов. Их начали ловить и бандиты, и разбойники, и военные, их казнили, причем очень жестоко, их, как правило, сжигали. И что самое удивительное, когда одного из таких лидеров ассасинского движения привезли во Францию, и необходимо было его сжечь на костре, то вывели большую массу жителей, и тамплиеры тогда очень сильно рискнули, потому что они, по сути, объявили всем, что ассасины очень враждебные, они очень опасные, что они убивают людей, убивают там мирных граждан, хотя это делали только тамплиеры. И вот такого человека привезли на казнь. И когда ему сказали, что у вас есть последнее слово, что вы хотите сказать народу, он сказал всего лишь одну фразу. Он сказал, что мне не важно, кто меня судит, мне не важно, за что меня судят, потому что меня судят несправедливо и не разобравшись в ситуации. Но мне важно одно, что я есть великий дух, я един с природой и жизнью, я выступал и защищал народ, и в таком смысле. То есть он, по сути, поднял такую идеологическую ветвь, в которой он развил мысль о том, что единство народа и мир во всем мире – это самая высшая ценность. А потом он запел. И он запел, и вот на удивление, казалось бы, его плоть была охвачена огнем, это дичайшая боль, но он до последней секунды, пока дышал, он пел. И это запомнилось и вошло в умы всех людей на планете Земля. Я хочу обратить внимание на нашу книгу. Она называется «Откровение Таро». В этой книге мы подняли вопрос о том, кто такие тамплиеры и ассасины, потому что мы, по сути, описали всю историю человечества. И когда мы описывали рыцарей, то мы говорили о том, что рыцари бывают нескольких типов. Ну, скажем, рыцари бывали женщины, рыцари были мужского пола. Вот одна из таких вот известных вам рыцарей была как раз
была Жанна Дарк. И вот со страницы 247 до, соответственно, страницы 255 мы как раз описывали различные типы рыцарей, которые выступали. И вот тут как раз на странице 254 описаны те самые витязи или ассасины. Ну и, конечно же, темный орден тамплиеров, пожалуйста, здесь тоже, если вам будет интересно, вы сможете почитать. Амазонки, Жанна Дарк, ассасины и тамплиеры. Поэтому война между ассасинами и тамплиерами идет уже сотни лет, а может быть даже и тысячи лет. И если вы смотрели в свое время фильм, который называется «Кредо убийцы», то вы прям вот ощутите всей кожей, как говорится, именно суть этого противостояния. Поэтому сейчас, после того, как ассасины, они не были уничтожены, они просто ушли в подполье, тамплиеры почувствовали максимальную мощь. Они начали развивать банковскую политику на территории всего мира. И дальше уже из этой банковской среды произошло ответвление в виде предпринимателей или альянса. И, по сути, тамплиеры просто разделились на два лагеря. Когда-то шла глобальная война между ассасинами и тамплиерами, сейчас идет война внутри самого тамплиеровского корпуса. Ну, а позже, конечно, они сначала себя называли приорат Сиона, потом розенкрейсерами, позже появились все эти масоны, 33 градуса, огромное количество других теневых тайных обществ, и все это уже переросло в какие-то ответвления и так далее. Это все детали. А сутью является то, что, по сути, как я уже сказала, тамплиеры когда-то воевали с ассасинами. Так вот, если мы говорим о том, кто такой Дональд Трамп, то, напоминаю, он также относится к ордену тамплиеров, однако у него есть сейчас прямое право и желание не просто вернуть себе свой президентский пост, но и самое главное, это побудит его задуматься, а является ли эта политика правильной. И хотя банкиры и предприниматели, те же самые тамплиеры, может быть, все-таки у него возникнет желание перейти на сторону ассасинов. Так вот, что касается ассасинов, они происходят от слова «ас», син, то есть ас сияющий. Это очень сильные воины, ну их когда-то называли казаками, которые владели невероятной мощью управления звуком. И по, опять-таки, преданиям, они после смерти не утрачивали свои интеллектуальные способности, у них не стиралась память. Поэтому каждый раз, когда они перевоплощались, они, во-первых, всегда воплощались в семье ассасинов, у них орден очень четко соблюдал эти традиции, и их родители давали им воспоминательные какие-то практики, возможно, тот же самый регресс, и они вспоминали все, что было когда-то заложено их предками. Орден ассасинов, по нашим прогнозам, начнет возрождаться только в 2025 году. Пока еще, как вы видите, мы только к этому идем. На сегодняшний момент я бы хотела, чтобы мы с вами воспользовались нашим авторским курсом по кармической родологии и просмотрели историю непосредственно президентов США не на уровне исторических фактов, а на уровне непосредственно правления тех или иных президентов. И, как я уже говорила, Дональд Трамп, он просто обязан победить на этих выборах по всем параметрам. Не только с точки зрения исторического материала. И, как я уже ранее вам говорила в предыдущем видео, править он должен до 2023 года. Ну и, конечно же, сейчас вы увидите, что он повторяет историю всех президентов, находящихся с ним в одной идеологической ячейке. Мы сейчас возьмем с вами всех 45 президентов США, и пусть, пожалуйста, 46-й президент Байден, неважно, мы разберем все 46 президентов, они оказываются сгруппированы по определенному принципу, нумерологическому принципу, мы вам это покажем и докажем. Но важно другое, что, еще раз повторюсь, на сегодняшний момент победа Трампа, она безоговорочна, не только с точки зрения политических режимов, но и, конечно же, с точки зрения прогностики и нумерологии, ну и, конечно, прогностики будущих событий не только в США, но и непосредственно в мире. И несмотря на то, что в предыдущих видео мы всегда говорили о том, что война, Третья мировая война должна начаться в следующем году, но это не совсем корректный прогноз. Объясню почему. Все потому, что тенденции сегодняшней политики связаны с фальсификацией
выборов. Они, не понимая, что они творят, они лезут в соседние кармические ячейки. Мы, как кармологи, очень хорошо понимаем, что такое, когда ты тянешь на себя мощь, огромную мощь других кармических программ. Ведь когда мы находимся в ячейке, нам даются инструменты, осознание, опять те же самые духовные планы, которые позволяют нам не только понять суть искушений, но и преодолеть их. А теперь представьте, вы тянете на себя 3 другие ячейки, которые у вас нет инструментов для преодоления, но они обладают огромной боевой мощью. Вот почему в предыдущем фильме мы сказали, что по сути Третья мировая война, которая должна была начаться с гражданских войн, должна была начаться только в 2024 году. И почему Турция настолько активно сейчас продвигает свою позицию, с одной стороны непонятно, а с другой стороны тоже ясно. Все потому, что материк, на котором находится Турция, я имею в виду плиты, на которых находится это государство, к сожалению, расходятся. То есть африканская и евразийские плиты расходятся. Поэтому у Турции очень мало шансов для благополучной жизни. Они хотят заранее подготовить себе плацдарм для переселения. Плюс в проекте «Перезагрузка матрицы» и «Мир на грани халифата» мы рассказывали о том, что к 2026 году надо зачистить территорию, поэтому эскалация Турции, она ясна. Как и то, что американцы не оправдали ожидания мирового теневого правительства, потому что они ведут достаточно демократическую политику, они должны были быть более агрессивны, они должны были быть более настойчивы в военной политике, но они этого делать не стали. И опять-таки Трамп пошел на отступную. В свое время Обама вел весьма такую закрытую политику, такую умеренную, скажем так. И вот я не случайно сказала умеренную, потому что я потом покажу их на графиках. Так вот, умеренная политика Обамы привела к тому, что теневое правительство отвернулось от Соединенных Штатов Америки и начали проталкивать свой предыдущий проект, который был весьма успешен в Средневековье, это Османская империя. Поэтому, как я уже тоже сейчас неоднократно вам говорила, современные тенденции, они, к сожалению, приводят к тому, что сроки мировых войн, сроки гражданских войн, применение там тех же или иных бактериологических оружий, они сдвигаются. Но они сдвигаются не по воле, скажем, истории, да, или по каким-то циклам, они сдвигаются по воле самого человека или теневого правительства. И поэтому сейчас, если сейчас не разоблачить правительство, теневое правительство, то мы, к сожалению, можем привести к большому хаосу. И я очень надеюсь, что Трамп одержит реванш, он победит Байдена, и это даст нам как минимум 3 года условно благополучной жизни. И только после этого мир снова встанет на фазу вероятности войны. Но это будет не раньше 2024 года, когда мы все будем к этому готовы. Итак, давайте с вами все-таки рассчитаем. Напоминаю, что нам потребуется курс кармической родологии. Мы вводим в компьютерную программу The пробел United, на второй строке States, на третьей строке Of пробел Америка. 30 апреля 1789 года. Это год, или дата, даже точнее сказать, когда Джордж Вашингтон вступил на должность президента Соединенных Штатов Америки. С этого момента началась именно президентская история США. Если в предыдущем ролике мы с вами поднимали пласт кармической прогностики, то сегодня вам, к сожалению, книга «Родовая карма» на этом этапе уже не поможет, поскольку технологии, которые мы использовали в этом курсе, они затрагивают такую нашу методику, она называется натальная карта. И технологию расчета натальной карты мы держим в строжайшем секрете, ее не знает никто, кроме одного человека, которого мы специально выбрали, мы передали ей эти технологии, она одна единственная на всей планете. То есть, по сути, только 3 человека смогут рассчитать вручную то, что я сейчас буду вам говорить. А наши студенты, забив необходимые данные в компьютерную программу, получат вот так выглядящую натальную карту. Это конкретно карта президентов Соединенных Штатов Америки. Тут, как вы видите, у нас присутствует в натальной карте 12 домов.
Центральный дом 13, потому что у нас есть 13 созвездий, и астрологи, к сожалению, его не используют, а мы используем это созвездие Змееносец. Есть еще дополнительные 7 домов, но в рамках сегодняшнего видео мы это раскрывать тоже не будем. Так вот, суть в чем? Каждый дом имеет не только свое определенное положение, но и планету, за нее отвечающую и так далее. Это в астрологии. А в нумерологии здесь есть числа. И если вы помните, в предыдущем видео я вам рассказывала о том, что в карме США существует 6 арканов. Давайте напомним. 22-й аркан отвечает за массовую экспансию военного направления США. И мы рассматривали с вами в первом ячейке, если вы помните, говорили об экспансии на запад, когда, по сути, была завоевана 3/4 части Соединенных Штатов Америки. В последующем, через период, мы вошли снова в третью ячейку, и мы встретили там массовые войны в Латинской Америке, на островной части, приостровной части Соединенных Штатов Америки, немножко в арабских странах. И там же была, если вы помните, Первая мировая война. Соответственно, в следующий раз, когда мы обошли эту ячейку, мы получили войну на Ближнем Востоке. И что самое страшное, это война была спровоцирована Соединенными Штатами Америки, точнее спецслужбами США в акте 9.11. И вот, собственно говоря, здесь мы видим тоже 22-й аркан, он у нас стоит, как вы видите, в 5-м доме. Это очень важно, я хочу, чтобы вы обратили на это внимание, потому что там, где будет стоять 22-й аркан, неважно в каком доме, важно, что именно в этом доме будет стоять, это будет предвещать, опять-таки, начало войны. И вот сейчас на 2020 году мы стоим на пороге между 3-м и 4-м домом. И, как я ранее тоже вам говорила, только следующий президент, то есть после Трампа будет следующий президент, и только он войдет в 5-ю ячейку, где мы в последующем увидим Третью мировую войну. Поэтому даже по этой технологии, которая рассчитывается совершенно по-другому, мы тоже видим ту же картину. Победить должен Трамп. Давайте следующий. Следующий у нас был 15-й аркан. Как вы видите, он здесь в карме не вышел. Он отвечал за геноцид народа, поэтому ни один из президентов открыто не вел такую политику. Следующий это как раз 21-й аркан. Мы видим его в 4-й ячейке. Он отвечает за установление теневого правительства, за смену власти. И то же самое, опять-таки, та же банковская элита, борющаяся с предпринимательской средой, то есть культ против альянса. Все это тоже видно. И как мы сейчас обратили внимание, так как мы из 3-й ячейки переходим в 4-ю, то борьба с теневой политикой, она неизбежна. Следующий у нас был 7-й аркан, отвечал за внутренние гражданские войны, за забастовки, сопротивление народа, революции и другие процессы, когда останавливалось производство на всей территории США, и необходимо было вводить иммиграционную политику, когда, помните, да, из Ирландии, из Испании завозилось огромное количество граждан, и, по сути, за маленькие деньги они работали и исполняли функцию рабочих. Следующий у нас был 5-й аркан, он отвечал за распад страны. Обращаю ваше внимание, что он стоит у нас здесь, в 11-м доме стоит 5-й аркан, поэтому президенты, которые стоят в 11-м доме, неизбежно будут бороться с распадом государства. Далее у нас еще последним арканом стоял 4-й. 4-ка – это смена банковской системы, смена экономики, промышленности, всевозможные реформы в области политических режимов и прочее. Они стоят, как вы видите, у нас в 7-м доме, а 7-й дом отвечает за здоровье. Но теперь давайте разберемся, что за что здесь отвечает. Мы увидели, что у нас есть некие красные арканы, а есть серые, ну или черные, да? Так вот, здесь в чем суть? Там, где мы видим красные арканы, это кармические ячейки. Это говорит о том, что эти президенты в обязательном порядке будут сталкиваться с какими-то препятствиями, трудностями. Они не будут гармонично встраиваться в процессы. Самое главное, что в эти периоды обостряются действия самих арканов. Ну, давайте напомним, да, 21-й аркан еще раз. Это теневая клановая война, 22-й аркан это в принципе война, 4-ка это смена политических и банковских режимов, и 5-ка это распад страны. То есть президенты, которые встают в эти ячейки, будут в первую очередь бороться именно с этим проявлением хаоса и прогностики в стране. Остальные, соответственно, дома имеют, ну, серые, скажем, да, ячейки, и они в большей степени говорят о положительном аспекте. Ну, скажем, 9-ка в 1-м доме, 1-й дом отвечает за становление личности, за процветание, за характер, ну и, конечно же, за статус государства на мировой арене. Здесь стоит 9-й аркан. Это говорит о том, что 9-ка это знак изоляции, говорит о том, что они никому свою статус и власть не отдадут, они будут пользоваться ей самостоятельно.
Поэтому в основном в истории США мы не помним ни одной войны, в которой бы США бы активно выступал союзником кого-то. Мы даже помним, что во Второй мировой войне США спонсировал как одну сторону, так и другую. В общем-то, они играли такую достаточно хитрую тайную политику. И неважно, какая бы страна бы не победила, США в любом случае бы выиграла, потому что она заработала на том или на другом. В втором доме стоит 10-й аркан, а сам второй дом отвечает за финансовую политику, экономику, а десятка, как аркан, тоже отвечает за финансовую политику и экономику, поэтому у нас, мы, как это обычно говорим, шарик попал в свою ячейку, и, конечно же, экономика США, она достаточно мощная, и очень трудно будет победить доллар, но, тем не менее, в предстоящих событиях мы видим, что экономика движется в сторону изменений, поэтому доллар неизбежно рухнет к концу срока вот следующего президента. Неважно, это Трамп или Байден будет, в любом случае доллар очень серьезно пострадает. Опять-таки мы разбирали историю США, и мы помним, да, что на каждом этапе у нас происходит полное уничтожение предыдущей финансовой системы, рост новой финансовой системы. А так как банковская элита в случае, если победит Трамп, она уйдет на второй план, то, скорее всего, будут возрождаться какие-то другие экономические традиции, а банковская среда, она будет практически уничтожена. Если победит, соответственно, Байден, то все останется как есть, но, к сожалению, он стянет кармические ячейки, начнутся революции черных против белых, белое население будет выселено с территории США, и гражданские войны неизбежно приведут к началу Третьей мировой войны. И на этот раз, кстати, война будет затрагивать Соединенные Штаты Америки, потому что Латинская Америка, она давно уже мечтает, когда же ослабнет политика в США с тем, чтобы зайти на эти территории. Мы помним, в предыдущем видео я рассказывала о том, что Мексику обманом удалось как бы спольстить на то, что они за какие-то копейки, там 15 миллионов долларов, они продали огромное количество своих территорий. Поэтому они пойдут это забирать и правильно сделают. Итак, значит, мы с вами разобрали ячейки, что есть черные и красные. На экране это будет выглядеть вот таким образом, потому что наличие того или иного аркана в той или иной ячейке – это уже более глубокий анализ, мы это делаем непосредственно на семинаре. Вот смотрите, вот опять-таки я выкрасила третью, четвертую, седьмую и, соответственно, 11-ю ячейку. Напомню, что 7-я отвечает за здоровье, 11-я отвечает за судьбу, 4-я отвечает за власть единства народа, а 5-я ячейка отвечает за свободы. Отсюда и революционные настроения, которые попадают именно в 5-ю ячейку. И, кстати, 5-я ячейка здесь тоже отвечает за распад страны. Поэтому при Байдене, то есть при 46-м президенте, даже если это будет, допустим, сейчас будет Трамп, потом после Трампа будет, там, не знаю, кто-нибудь еще, неважно, кто бы ни был 46-м президентом, неизбежен процесс революции и распада страны. И, кстати говоря, американские аналитики тоже говорят о том, что 45-й президент, по их прогнозам, будет последним. Ну, как напоминаю, для наших студентов, как мы движемся в прогностике? У нас идет 1, 2, 3, 4, мы попали в красную ячейку, вернулись назад. 5, 6, 7, опять попали в красную ячейку, вернулись назад. 8, 9, 10, 11, 12, попали в красную ячейку, вернулись назад. 13, 14, 15, 16, 17, 18, это красная ячейка, вернулись назад. 17, дальше, соответственно, 19, 20, 21 и так далее. То есть таким образом мы видим, как мы вращаемся по этой системе. И когда я говорю 1, 2, 3, 4, я имею в виду президента. И если вы помните, был в истории США один президент, который сначала ушел с поста, потом поставили другого, и через некоторое время он снова вернулся. Это не имеет значения, как он там переставлялся. В любом случае он был назначенным президентом, поэтому у него есть номер. Он просто будет в нашей истории 23-м и 24-м президентом. Итак, мы с вами начинаем уже разбирать непосредственно сами ячейки, и вы уже, наверное, поняли, да, что нам, по сути, нужно разбить вот эти ячейки по президентам. Ну, вот давайте самое простое, да. Вот, например, 9-й ячейки, видите, у нас 16-й и 37-й президент. Там, где у нас сейчас находится Трамп, у нас стоит 3-й, 5-й, 8-й, 24-й, 26-й, 29-й и 45-й президент. Сейчас я, с вашего позволения, задиктую все, потому что для тех, кто изучал нашу технологию, будет очень полезно
залезть в интернет, в Википедию и, в общем-то, восстановить всю картину и всю историю американских президентов. Итак, первый дом, первый, второй, 43-й президент. Второй дом, второй, 33-й, 44-й президент и так далее. Ну, давайте все-таки, наверное, перейдем на имена, так будет проще. Итак, первый дом у нас стоят Джордж Вашингтон, Гровер Кливленд и Джордж Уокер Буш или Джордж Буш-младший. Второй дом Джон Адамс, Бенджамин Гаррисон и Барак Обама. Третий дом Томас Джефферсон, Джеймс Монро, Мартин Ван Бюрен, Гровер Кливленд, Теодор Рузвельт, Уоррен Гардинг, Дональд Трамп. Четвертый дом Джеймс Мэдисон, Джон Куинси Адамс, Уильям Гаррисон, Уильям Маккинли, Уильям Тафт. Обратите внимание, да? Один дом, я перечисляю, Уильям. И, конечно, последний Келвин Кулидж. Следующий пятый дом Эндрю Джексон, Джон Тейлор, Вудро Вильсон, Герберт Гувер. Шестой дом Джеймс Нокс Полк, Миллард Филлмор, Франклин Рузвельт, Дуайт Эйзенхауэр. Ну, дальше, следующий седьмой дом Закари Тейлор, Франклин Пирс, Гарри Труман, Джон Кеннеди. Восьмой дом 15-й, 36-й президент. Это Джеймс Бьюкенен и Линдон Джонсон. Девятый дом Авраам Линкольн, Ричард Никсон. Обращаю ваше внимание, что в девятом доме, как мы здесь видим, стоит 16-й аркан. 16-й аркан, он связан с разрушением. Это вообще аркан строительства и разрушения. И вот как раз Линкольн, который в эпоху, связанную с разрушением страны, стоял в девятом доме. Девятый дом отвечает за международные отношения. И, по сути, тогда, на тот момент времени, он как бы воевал с международным государством. Я имею в виду с новой конфедерация, которая была основана на юге, да, которая воевала непосредственно с Северной конфедерацией, это и есть другое государство. И 16-й аркан говорит, положительно говорит о том, что все-таки победа будет за основным государством. Если бы 16-й аркан был бы отрицательный, то распад Соединенных Штатов Америки был бы абсолютно неизбежным процессом. Поэтому, если бы меня бы Авраам Линкольн в свое время бы спросил, победит ли он бы в войне, я бы однозначно сказала: да, вы победите. Итак, 10-й дом. Это у нас Эндрю Джонсон, Реттерфорд Хейс, Джеральд Форд и Рональд Рейган. 11-й дом. Улисс Грант, Джеймс Гарфилд, Джимми Картер, Джордж Герберт Уокер Буш или старший. Ну и последний 12-й дом. Это Честер Артур и Билл Клинтон. Но я хочу, чтобы вы насладились всей красотой нумерологии, поэтому мы все очень хорошо знаем, что 7-й дом отвечает за здоровье, и там стоит отрицательный аркан, поэтому неизбежно этот аркан будет приводить к смерти. В связи с чем давайте заглянем в 7-й дом еще раз, поскольку нам очень важно понять, а умерли ли все президенты, которые стояли в этих ячейках. Ну, те, кто уже изучал нашу нумерологию, конечно, не сомневаются. А для наших зрителей давайте я вам повторю. Итак, Закари Тейлор, это 12-й президент Соединенных Штатов Америки, умер по болезни через 2 года своего президентства. Следующий был Франклин Пирс. Ну, он как бы не умер, конечно, но он был страшным пьяницей. А почему он был таким человеком? Все потому, что у него было реальное горе. На момент, когда его избрали президентом, он настолько был против, он полностью отрицал. Более того, он даже в своей речи президентской сказал, что он не понимает людей, которые его избрали на эту должность. Он вообще не понимает, что он делает на этом посту. Ну, к счастью, он не был плохим президентом, он не сделал ничего плохого в стране, но тем не менее. Почему пьянство для него как бы естественной формы жизни? Все очень просто. У него было 3 ребенка. Так вот, все 3 сына умерли от туберкулеза накануне. Последний сын умер прям буквально вот за несколько месяцев до его президентской гонки. А его жена очень долго болела от туберкулеза. И я не нашла в истории, что в итоге произошло с женой, но я полагаю, что болезнь слишком тяжелая. То есть, по сути, он потерял 4 человек, и смерть пришла в его дом. Ну, а он, конечно же, от этого горя спасался пьянством. Он дослужил до конца срока, потом был переизбран другой президент, и, собственно говоря, сам по себе он умер уже чуть позже. Если следующего президента возьмем Гарри Трумана, то на него было совершено не очень удачное покушение, и 1 ноября 1950 года он умер.
Это было во время президентской службы. Конечно, последний, это Джон Кеннеди, мы все его знаем, он был убит 22 ноября 1963 года. Все президенты, на которых были совершены оконченные покушения, если мы говорим в рамках уголовного права, они все находятся здесь, в этой ячейке. Все президенты, которые умирали от тяжелых болезней, от эпидемий, пандемий, они все тоже здесь. За исключением одного интересного президента, Уильям Гаррисон, я сейчас как раз о нем и расскажу. Он попал в другую ячейку, но это тоже не случайно. Ну а теперь давайте посмотрим. Значит, 46-й президент США, будь то Байден или кто-то после него, должен будет попасть в 4-ю ячейку. Отвечает за народы, за единство народы. А ввиду того, что она окрашена в красный цвет, то никакого единства не будет. Это и будет как раз предвещать начало революции. И в предыдущих периодах, вы помните, революции всегда в первом периоде на кармической линии это были черные рабы, во втором периоде это были черные, скажем так, они работали, но были голодные, то есть потому что экономика была выстроена таким образом, что они набрали очень много кредитов, вы помните, и нечем было платить за квартиру. Поэтому направление как раз, я даже не знаю, как это сказать, потому что сейчас наверняка засудят меня, но негроидные, скажем так, раса, она была воинственна как раз предыдущие две эпохи. И сейчас они снова входят в свою ячейку, они обретают силу, и они на этот раз, ввиду того, что процессы черной экономики и черной политики, они вмешались в историю США, они, к сожалению, могут победить. Так вот, давайте рассмотрим 4-ю ячейку, в которую непосредственно попадет будущий президент США. Итак, Джеймс Мэдисон. Партия открыто оспарила его выдвижение. Он основал Банк США и пришел во время эпидемии. Пришел к власти во время эпидемии. Как вы видите, пока ничего не противоречит. Далее. Джон Куинсли Адамс. Ни один из кандидатов не набрал нужного количества голосов, поэтому решение принимал Конгресс. Впервые за всю историю США. Опять-таки, новый президент, будь то Трамп, будь то Байден, приходит что? Во время эпидемии и во время фальсификации выборов. И, как мы сейчас уже видим, ни один из кандидатов не набрал нужное количество голосов. И решение по законам США будет принимать Конгресс. Идем дальше. Уильям Гаррисон, про который я уже говорила, он тоже умер. Он умер, к сожалению, через месяц после того, как стал президентом, но это была чисто его глупая ошибка, поскольку он был, кстати говоря, так интересно, ему было ровно столько же лет, сколько Трампу, вот сейчас, и если Трамп вступит на пост 46-го президента США, то вот еще больше карты сложатся, потому что действительно на тот момент времени он был очень пожилым, это был самым пожилым, скажем так, президентом за всю историю США на тот момент времени, и он хотел показать, что он может дать фору молодым, и так как, я напомню, это январь, было очень холодно, и он, конечно, решил выйти без верхней одежды. Он сначала 2 часа читал речь, это была одна из самых длинных речей вообще за всю историю США, и самое главное, что после этого он еще поехал на всевозможные встречи со своими избирателями. В общем, простыл так, что, к сожалению, это все трагически закончится. У него было двустороннее воспаление легких, и он умер через месяц после выборов. Но, как вы понимаете, это тоже было, скажем так, его ошибкой. Это не то, что в 7-м доме убийства или какие-то эпидемии, это все-таки было его глупый поступок. Но, как мы видим, в этой ячейке в основном все либо Джоны, либо Уильямы, поэтому он попадает все очень четко. Следующий это президент Уильям Маккинли. Он был тоже убит на своем посту. А как я уже вам говорила, что 46-й президент США не дослужит до конца срока, он будет убит. Будь то покушение близких людей, либо, может быть, каких-то спецслужб. Поэтому здесь 46-й президент точно так же повторит историю Уильяма Маккинли, и это, к сожалению, приведет к началу распада и развалу, в принципе, страны. И что интересно, что Маккинли передал свой пост Рузвельту, который, в свою очередь, в последующем передал пост Тафту. И Тафт тоже стоит следующим в этой ячейке. Он был избран по рекомендации предыдущего президента с целью в будущем вернуть ему власть. Помните, как у нас в свое время, когда Путин два срока просидел, на третий избраться он не может, он посадил своего друга Медведева. Медведев в этом вопросе молодец,
хорошо, послушный, он потом передал обратно Путину. То же самое было и разыграно между Рузвельтом и Тафтом. Рузвельт передал на срок Тафту, Тафт должен был потом вернуть обратно пост Рузвельту, но в этот момент они поругались, и, собственно говоря, Тафт в последующем выдвинулся тоже в гонку президентскую, а так как у них бесконечно шла такая резня, скажем так, словесная между Тафтом и Рузвельтом, то так уж вышло, что оба на этих выборах проиграли и выбрали третьего, вообще на которого никто не ставил, ну просто потому, что он не ругался в камеру. Вот, собственно говоря, вот так все закончилось. Ну и следующий это Калвин Кулидж, получил пост после внезапной смерти Гардинга. После Тафта был президент некий, да, соответственно, потом пришел Гардинг, и вот Гардинг опять умер, и в августе 1923 года выдвинулся на пост президента. Принес присягу перед Верховным судьей, а дальше интересно. Еще раз давайте напомним. Значит, Рузвельт отдал свою власть Тафту. Тафт рискнул пойти на выборы, из-за чего и Рузвельт, и Тафт проиграли. Потом пришел некий президент, потом пришел президент, которого убили. Пост взял вот этот Кулидж, но самое интересное другое. Он присягу давал Тафту, потому что на тот момент времени Тафт был юристом, он после проигрыша на президентских выборах, он ушел в Верховный суд, и именно ему Кулидж давал присягу. Видите, как все в одной ячейке завязано, они все между собой вращаются, крутятся и так далее. Но, как вы видите, еще раз показываю, что у всех одна и та же история. Я не рассматриваю их политику, внешнюю и внутреннюю, я рассматриваю то, что их связывает. И 46-й президент США, он, к сожалению, вот уже окончательно будет последним, его, к сожалению, убьют. И ввиду того, что все-таки больше прогностики срабатывает на то, что это будет Трамп. Я сейчас еще объясню, почему. Там есть один интересный момент в предыдущей ячейке. Все-таки я склоняюсь к тому, что президентом будет Трамп. И в данной ситуации, к сожалению, это для него сыграет злую шутку. Может быть, даже иногда стоит уйти. Но с другой стороны, когда речь идет о благополучии всего мира, как можно все бросить? Вот. Значит, еще раз. Все эти президенты пришли в должность на скандале. Всех этих президентов потом пересматривали там суды, какие-то выборщики и так далее, то есть вот эти все люди, которые принимают участие непосредственно в голосовании. Все эти президенты, к сожалению, тем или иным образом погибли, и по сути мы все имеем одинаковую картину. Ну а теперь давайте вернемся к третьей ячейке, где как раз непосредственно находится Дональд Трамп. И если он остается сейчас на президентском посту, то он так и остается 45-м, и тогда 46-й президент, он непосредственно будет уже испытывать вот эти вот недовольство населения, склонность к революционному настроению и так далее. Как непосредственно с Гровером Кливлендом. Помните, когда он был и 23-м, и 24-м президентом. Значит, что может произойти, что скорее всего произойдет? Что, я думаю, все-таки вступит в должность Байден, но потом по каким-то причинам все-таки Трампу удастся отвоевать. И таким образом Байден будет 46-м президентом, а Трамп, соответственно, вернется уже к нему, тоже пойдет на 46-й. Таким образом, они оба попадут в 46-ю ячейку. Вот это, скорее всего, больше всего вероятно. Я не знаю, как это с точки зрения закона, а с прогностики таким образом. Итак, третья ячейка. Значит, тут у нас стоит Томас Джефферсон. Ну, давайте. Выступал против войн, произвел масштабные кадровые перестановки во власти. Вспоминаем, что делал Трамп. Он большую часть уволил и еще будет увольнять, потому что выборы, конечно же, фальсифицированы. Это невозможно сделать без директора ФБР, скажем, да. Перед вторым сроком были вынесены поправки в процедуру голосования. Именно эти поправки ввели не только голосование народа, но и вот этих выборщиков. И идем дальше. Джеймс Монро выступал за мир и дипломатию в международных отношениях. Собственно говоря, что и делал в том числе Трамп. Мартин Ван Бюрен существенно не проявил себя в политике, но в целом был либеральным, демократическим правителем. То же самое, что и Трамп. Гровер Кливленд. Повторное президентство, поэтому есть вероятность того, что Трамп еще вернется. Так же, как, кстати говоря, фраза из Википедии. Смотрите. Так же, как и Трамп,
победил за счет голосов коллегии выборщиков. Пожалуйста. Теодор Рузвельт, это тот самый, помните, который ругался, стал президентом в связи с гибелью действующего президента Маккинли. То есть он занял этот пост не по голосованию, а в связи с гибелью предыдущего претендента. Так же, как и наш президент сегодняшний, да, будущий, он не избран особо, он просто встал на эту должность. Следующий Уоррен Гардинг был убит, предположительно отравлен супругой, по официальной версии, от инсульта в связи со скандалом в правительстве. Кстати, все президенты правили по 2 срока, и вот тоже обращаю ваше внимание, здесь действительно очень есть над чем подумать, поскольку, давайте вот просто факты, вы сами рассуждайте, все-таки конспирологи считают, что жена действительно могла убить этого президента. Во-первых, он погиб на выезде в своем собственном отеле, и, что удивительно, несмотря на то, что это президент США, и, конечно же, нужно было установить причины его смерти, жена запретила делать вскрытие и забальзамировали президента в том же, практически в том же отеле, то есть в том же штате, где он был, хотя не поехал ни в Вашингтон. В общем, странно. И ни вскрытия не было, никакой диагностики, ничего не было. При этом он умер как бы от инсульта. Опять-таки ходили по Белому дому слухи, что его супруга имела тесную связь с преемником этого президента. Я ничего не хочу сказать про жену Трампа, но в любом случае вы знаете о том, что они планируют разводиться, поэтому отношения у них тоже неблагополучны. И вот опять-таки эта история с этой супругой подтверждает, что он тоже тянет на себе эту ношу. И, как вы видите, тоже убит. А я как раз и говорил, что следующий президент, который будет вот сейчас в данный случай править, он, к сожалению, до конца не доживет. И, конечно же, Дональд Трамп, это либеральный в военных вопросах, победил по голосам выборщиков, то, что подтверждает. Во время его правления было несколько скандалов в парламенте, то, что было у предыдущих политиков. Переболел коронавирусом, то, что было, тоже другие переболели. Станет президентом в связи с отменой голосов действующего президента. И так далее. То есть вы видите, что когда президент попадает в ту или иную ячейку, то мы получаем одинаковую прогностику. Они все попадают под одинаковое влияние того или иного аркана. А что касается Барака Обамы, поскольку он стоит у нас под 14-м арканом, то мы видим, что это достаточно такая спокойная политика, она и не хороша, и не плоха. Вы знаете, я вот обычно 14-й аркан в нумерологии называю как такой паутиной, когда человек сидит, ничего не делает до такой степени, что даже порос паутиной. Поэтому политика Обамы, она совершенно бесполезная и, по сути, никакого продвижения государство не несет. Даже наоборот, 14-й аркан, он часто приводит к скрытым, застарелым проблемам, тайнам, которые он скрывал. Даже элементарно та же самая бактерия Синтия, которая была выпущена при нем, вот она наделала, конечно, очень много бед и еще натворит в мире. И все это было сокрыто, 14-й аркан любит прятать, сокрыто в мировых СМИ. Так что даже вот на этом уровне, если диагностировать только арканы, мы видим, насколько четко они говорят. Конечно, если делать полную диагностику, то это будет занимать часа 4 или 5, и у нас просто элементарно не хватит времени. Однако, я сейчас обращаюсь к своим студентам. Вы знаете, как это рассчитать. Пожалуйста, займите свое время полезной информацией. Научитесь делать прогностику по странам. Потому что многие говорят, что мы, я не знаю, колдуем, получаем из информационного поля. Есть даже блогеры, которые утверждают, что мы связаны с КГБ, хотя не очень люди понимают, что такое КГБ, да? Ладно, в общем, в любом случае, что мы работаем на спецслужбы. Нет, нет и еще раз нет. Мы нумерологи. Мы ничего ясно не видим и ясно не слышим. Мы ясно считаем, если так можно сказать. И наши авторские технологии позволяют делать прогнозы не только по людям, но и по странам. И даже, смотрите, мы изучили историю Соединенных Штатов Америки, используя всего лишь одну нашу методику. Более того, благодаря этой методике мы можем предсказывать будущих президентов. И самое главное, что да, методика безусловно уникальна, но она доступна каждому. Вы можете пройти обучение по нашим технологиям и делать прогнозы не только для себя, но и для целого народа. А что касается материала, который я вам сегодня изложила, вы видите, что у Трампа безусловный шанс на реванш, и он обязан победить только даже для того, чтобы дать нам еще 3 года мирного неба над головой.
Хороший он президент или нет, не нам судить, мы не американские жители, но мы жители мира, и для нас мир является главной и высшей целью. Так давайте, наверное, все-таки в какой-то степени подумаем, помолимся, если хотите, за то, чтобы этот мир был вечен на планете Земля. И начнется он с того, что Трамп одержит победу. И этот реванш войдет в историю не только США, но и всего мира. С вами была Джули По. До свидания.